Здравствуйте, друзья! В этом видео я покажу вам самый простой и дешевый способ стабилизации древесины, которым пользуюсь сам. Чего? Под стабилизацией понимают процесс пропитки дерева специальным составом с последующим его отвердением. Для стабилизации подходит любая древесина без смолы. Сегодня для стабилизации я возьму брусок березы и несколько брусков березового капа. Кап очень ценится, так как имеет неповторимый рисунок из переплетенных волокон. Бруски я не выравниваю и не шлифую, так как в процессе стабилизации они могут деформироваться. Первым делом необходимо высушить древесину. Самый простой способ – сушка микроволновой печи. Для начала взвешиваем наши бруски. Если вес брусков перестанет уменьшаться, значит вся жидкость из них испарилась. Помещаем деревяшки в микроволновку и включаем на 1 минуту. Взвешиваем, даем остыть 3 минутки и снова в микроволновку на 1 минуту. В моем случае хватило 7 повторений, чтобы вес перестал уменьшаться. Итак, мои 6 брусков потеряли 48 грамм жидкости и готовы к следующей операции. Для пропитки дерева составом необходим вакуум. Я применяю систему VAX. Цена такого приспособления от 250 до 500 рублей. И после стабилизации можно прикрыть такой крышкой огурчики, и они будут храниться вечно. Я подготовил 6 банок по количеству брусков. Еще нужны емкости, куда будет налит состав и помещены деревяшки. И эти емкости должны пролезать в банку. Я использую обрезки бутылок. Немного поговорим о составах. Я пользовался несколькими. И больше всего мне понравился состав с названием «Березовый сок». Во-первых, он не требует добавления порошка катализатора. Во-вторых, простояв полгода в шкафу, он не затвердел. У меня даже остались емкости с составом от предыдущей стабилизации, которые сейчас пойдут в дело. Рассмотрим сегодня как одноцветную, так и двухцветную пропитку. Начнем с двухцветной. Наливаем такое количество состава, чтобы при погружении бруска он скрывался больше, чем наполовину. Добавляем красители. Их можно заказать вместе с составом. Красителя жалеть не нужно, иначе в итоге цвет может оказаться бледным. Тщательно перемешав, помещаем бруски. Один в фиолетовый краситель, второй в синий. Мне нравится такое сочетание. А для одноцветной стабилизации наливаем такое количество состава, чтобы брусок был скрыт. И мой любимый момент – это добавление красителя. Брусок нужно чем-то придавить, чтобы он не всплывал. Помещаем емкость в банку, закрываем крышкой с клапаном и специальным насосом откачиваем воздух. При этом из дерева начинает выходить воздух. Это видно по образованию пузырьков. Часа через 2-3 я стравливаю воздух, и в этот момент состав проникает в поры древесины. И в таком состоянии я тоже оставляю на 2-3 часа. Затем я меняю местами те бруски, которые будут двухцветными. Снова откачиваем воздух и повторяем эти операции 3-4 раза. Остается только полимеризовать состав, а твердеет он при температуре 95 градусов. Эту операцию можно выполнить двумя способами. Нагреть в муфельной печи или духовке, а можно сварить в кипящей воде. Я применяю второй способ. Достаем бруски из состава и плотно-плотно заматываем пищевой пленкой и скотчем. Очень важно, чтобы вода не попала внутрь, а под пищевой пленкой не было пустот, иначе состав может частично вытечь. Доводим воду до кипения и помещаем туда наши деревяшки. Я варю их около часа, при этом нет никакого запаха, можно варить дома. Через час достаем бруски и даем им остыть. И чтобы увидеть результат, я обработаю одну сторону каждого бруска на гриндере. И вот такие бруски мы получили в итоге. А вот так бруски выглядят на рукоятках ножей. После стабилизации дерево отлично полируется и защищено от деформаций. В одном из следующих роликов попробуем стабилизировать шишку эпоксидным клеем. Так что подписывайся на канал, чтобы не пропустить, ставь палец вверх и пиши комментарии. Это очень важно для дальнейшего развития канала.